Здравствуйте, друзья! Свой сегодняшний обзор я посвящу новому продукту от компании Xiaomi, на этот раз в совместительстве с компанией Philips, потолочному светильнику Xiaomi Philips. Как владелец первого потолочного светильника Xiaomi E-Light, я хочу сказать, что я им очень доволен. И поэтому, когда появился на рынке новый продукт, я не преминул воспользоваться возможностью купить его одним из первых и написать, сделать, рассказать свой новый обзор. Как видите, поставляется он в коробке довольно большого размера. Тут 57 сантиметров в ширину и примерно столько же в высоту. Вот такая огромная коробка. Сейчас приступим к распаковке. Я сам еще не открывал. Это действительно первая распаковка этого светильника. Куча бумаги. Извлечем. Вот. Вот такая вот огромная коробка. Это я забираю, нам не нужно. Что мы видим на коробке? Значит, давайте буду фокусироваться чуть-чуть ближе. Здесь нам обещают мощность 33 ватта и световой поток 3000 люмен. Так, посмотрим, что у нас здесь еще есть. Вот еще есть характеристики. Пол-ампера, 33 ватта, бла-бла-бла, 50 герц, ну, в общем, понятно. Мощность светильника 33 ватта и до 3000 люмен. Цветовая температура регулируется от 2700 до 5700 Кельвина. Диаметр, по-видимому, это толщина 54 мм и диаметр 499 мм. Почти полметра. Ну, сейчас посмотрим, так ли это. Так, открываем нашу коробку дальше. Извините, так делать не нужно. Надеюсь, ничего здесь не повредилось, хотя после поездки почтовыми дилижансами, я думаю, это не самое страшное, что выпало на участь этой коробки. Открыли на совесть. Вот так. Вот. В одной коробке еще вот такая вторая коробка имеется, как вы видите, так. И посмотрим, вот что же у нас тут внутри. Вот наша лампа. Да, упакована, как видите, хорошо. Такие здесь мощные пенопластовые держатели. В общем-то, надеюсь, что пережила она дорогу хорошо. Вот как выглядит наша лампа. Вот. Ого! Она реально большая. Тут у нас крепление. Так. И здесь у нас инструкция. На китайском, английского здесь нет, практически нет. В основном инструкция на китайском языке. Здесь еще упоминается вот такой вот, я сейчас немножко увеличу, пультик. И как вы могли бы догадаться, этот пультик у меня тоже есть. Вот он. И я тоже упомяну о нем в этом обзоре дальше, по мере того, как буду разбираться со своим новым приобретением. Давайте посмотрим, какой же реальный диаметр этого светильника. Но хочу сказать, что он реально больше, чем этот.
50 сантиметров, так и есть. 50 сантиметров. Вот он так откручивается. Это у нас плафон. Поставлю его отдельно. А вот, собственно, сам светильник. Видите, здесь такие крупные диодные группы посередине модуля управления. Сейчас я его попробую эту крышечку снять и посмотреть, что там под ней находится. Так, немножко крупным планом покажу. Вот, видите, вот такие группы диодов. Отличаются от таковых светильники E-Light. Ну, посмотрим, как они будут светить. Традиционно в своих обзорах я пользуюсь вот таким вот наборчиком отверток от Jake My. Как говорится, девиз этого набора: отвинтим все, что отвинчивается, а что не отвинчивается, то выковыряем. Сейчас я подберу нужную биту и посмотрим, что у нас под этой крышкой с надписью Philips. Вот, друзья, я отвинтил 3 винтика, и что мы имеем? Я хочу сказать, что этот блок отвинчивать особо смысла нету, так как он, видите, закрыт с обоих сторон. Его можно попробовать здесь заглушки, снять заглушки. Ладно, сейчас я возьму какой-нибудь тонкий инструмент, карточку, и попробую снять заглушки, чтобы их не сломать, потому что они выглядят достаточно тонкими такими и нежными. А спонсор этой разборки — сеть кофеин Арома Кава, карточкой которой я сейчас попробую воспользоваться. Раз, два и... Давай, открывайся. Боюсь повредить, так как не хочу совершенно пользоваться раздолбанной люстрой. Так, я не буду, наверное, пока этот весь процесс снимать. Сейчас аккуратно сниму крышку и покажу. Philips все равно не желает рассказывать нам свои секреты. Видите, тут также находится крышка. Но я уже ее боюсь. Даже не вижу, как ее снимать. Так что уже дальше я, пожалуй, разбирать не буду. Вы уже извините. У кого будет желание, покупаем. Ссылка будет в описании под этим видео. И разбираем. Так, дорогие друзья, пришло время сделать первое подключение нашей с вами лампы. Вот. Это первое включение я раньше, честно, не включал по умолчанию. Вот, это энергомонитор. Сейчас я попробую некоторым образом приблизить. Вот, видите, 31,8, почти 32 ватта потребляет эта лампа. В режиме по умолчанию. Светит она, видите, тут попеременно белые и желтые диоды. Я так вижу, вроде в кадре тоже видно. То есть это такой нейтральный сейчас свет. И вот приложение Mi Home находит Philips Connected Ceiling. Вот эту вот лампу. И сейчас будем приступать к подключению. Стандартный совершенно механизм. Сначала находим сеть Wi-Fi, подключаемся. О, видите, лампа начинает каким-то образом реагировать. У нее даже по центру есть какие-то, видите, надпись подсвечивается. Пока сейчас 41%. Включилась на полную яркость. Вот что нам показывает. Наводись. Вот. Есть. Дальше все, видимо, стандартно. Делаем иконку. И вот у нас появилась наша лампа. Можно включить. Выключить. Сейчас посмотрим, как выглядит плагин управления. Он сначала устанавливается. Сейчас мы его установим. Вот таким образом, сейчас наведется камера, выглядит плагин управления. Ну, дальше, чтобы было удобнее смотреть, не с моих дрожащих рук, а я сделаю скриншоты и, как я обычно делаю в этих своих обзорах, буду комментировать уже скриншот. Плагин управления.
На первом окне плагина основное управление светильником. Нажатие на стилистическое изображение лампочки включает либо выключает светильник. Свайп пальцем вправо-влево меняет цветовую температуру, вверх-вниз яркость. По выключению светильника следующее включение включает его с последней установленной яркостью и цветовой температурой. Вкладка «Сцены» содержит 4 предустановленные сцены. Яркая сцена. Сцена, адаптированная для просмотра телевизионных передач. Теплая сцена, когда светильник светит в желтых тонах. И ночник. Ночник, он светит не обод, не яркие вот эти диоды, не обод светильника, а центр. Очень такая слабенькая, легкая подсветка. Третья вкладка – это отложенное выключение. Задаем время, и через заданное время светильник по таймеру отключается. Далее, последняя вкладка, четвертая на основном окне, несколько странная, температура и влажность. По умолчанию эта вкладка пустая, требует подключения пульта управления. Пульт управления будет немножко дальше в моем видеообзоре, как я его буду подключать. Сейчас этот текст я зачитываю несколько позже. После подключения пульта управления на этой вкладке появляются данные по температуре и влажности. Не знаю, зачем сделали такую, в принципе, опцию. В сценариях никак нельзя это использовать. Это такое чисто информационно, где находится пульт. Мы можем посмотреть в разрезе дня, недели и месяца температуру и влажность. Вкладка настроек светильника. Здесь имеются следующие опции. Здесь включение по времени по умолчанию с 23 до 6 утра при включении светильника, видно, написано Power Off Not Support, то есть при включении программного светильника будет включаться не свет, а вот эта вот центральная подсветка легкая в виде светильника. Здесь есть несколько опций. Например, опция переключения сцен при помощи настенного выключателя. Эти сцены будут переключаться, выбираем 3 из 4 предустановленных сцен, по умолчанию здесь все, кроме ночника. И если мы будем включать-выключать выключатель настенный менее чем в течение 3 секунд, эти сцены будут переключаться. Это, я так понимаю, работает с выключателем обыкновенным, который замыкает-размыкает контакты, так как у меня стоит выключатель программный, Акара, однокнопочный, то этот режим, к сожалению, не работает. В принципе, я сцены могу настроить и в виде сценариев. Далее, имеется такая функция автоматическое включение-выключение. Эта функция работает с браслетами MyBand. У меня MyBand 2, тут почему-то написано 1, но у меня вторая версия. Для этого необходимо в приложении MyFit включить обнаружение Bluetooth, для того, чтобы ваш браслет мог обнаруживаться другими устройствами. И тогда светильник начнет реагировать на него, включаться и выключаться. Можно настроить время именно вот этого реагирования по умолчанию круглые сутки, а также дистанцию. Здесь уровень сигнала, и можно настроить ползунком рядом либо дальше. Опытным путем найти, на каком расстоянии будет реагировать светильник на ваш браслет и включаться либо выключаться. Я пробовал, да, действительно включается-выключается. Не знаю, мне это показалось не слишком удобным, поэтому я не стал использовать. Также можно настроить автоматическое выключение светильника, когда браслет MyBand передает ему информацию о том, что его хозяин уснул. То есть, если вы живете в комнате, например, один, любите читать перед сном и потом засыпаете, вы можете настроить эту функцию, и светильник, определив, получив сигнал от браслета, что вы уснули, просто выключит себе свет, и все. И, конечно, сцены. Эта вкладка называется «Автоматизация». По умолчанию в ней перечень сценариев, в которых участвует светильник. У меня вы видите их 3. У меня светильник включается при помощи кнопки, при помощи выключателя Акара однокнопочного, который стоит на входе, а также участвует в сценарии, который назвал «Свет везде». Здесь по этому сценарию выключается свет во всей квартире. Этот сценарий установлен на двухкнопочный выключатель, который стоит в прихожей, на одновременное нажатие 2 кнопок. И также я перевел все режимы, которые доступны в сценариях. Светильник доступен только как действие, как условие он недоступен. И вот следующее действие он предлагает выполнить по сценарию. Включить-выключить, включить-выключить. Включение какой-то из сцен, 4 сцены. И напомню, это яркая сцена, адаптированная для просмотра ТВ.
теплый свет, режим ночника. Также имеются плавные регулировки. Напомню, плавные регулировки доступны, например, для условий поворота куба Move on a Plane вправо-влево. Можно регулировать как яркость, так цветовую температуру. И последние две опции – это опция включения с заданным яркостью цветовой температурой. Вы можете заранее настроить яркость, цветовую температуру, где-то использовать. И самый последний переключатель, при его активации переключаются сцены, но не все, кроме ночника. То есть каждое нажатие, вызов этого действия включает яркую сцену, просмотр ТВ, теплый свет. И потом опять яркая сцена, просмотр ТВ, теплый свет. То есть некий аналог вот этого настенного выключателя действий. Да, чуть совсем не забыл про контроллер. Вот я его распаковал. Здесь имеется такая пленочка, которая защищает батарейку. Батарейка здесь CR2450 находится. Так, теперь осталось его подключить каким-то образом. Сейчас я буду разбираться, как подключить. Вот, есть опция. Сейчас покажу. Remote контроллер. Так, сейчас я попробую подключить. Здесь есть опция добавить. И он просит зажать две кнопки. Синюю и минус. Так, я зажал. Вот что-то он мигает здесь. Говорит, когда стоп флешинг. Что-то мигает пока. Есть. Прекратил мигать. О, видите, и написала, что контроллер добавлен. Супер-пупер. Теперь будем разбираться с контроллером. Мы его успешно подсоединили. Вот, нажатие включить, нажатие выключить. Так, включаем и можем регулировать яркость. Яркость на минимум, яркость на максимум. Видите, растет то же самое у нас мощность. Уходим в желтый цвет. Вот какой он желтый стал. И уходим в белый цвет. Вот такой он стал белый. И выключаем. Вот такой у нас контроллер. В принципе, удобный, да. Не менее удобный, чем, наверное, пульт у предыдущего светильника. Вот. Также хочу показать, как он светит с плафоном. Сейчас я буду переключать в желтый при помощи пульта, теперь в белый. Яркость на минимум, яркость на максимум. Вот такой получается хороший, в принципе, красиво рассеянный свет. Итак, наконец, люстра на своем законном месте. Попробую снять освещаемую комнату. Это кухня, она довольно большая. Свет, скажу, визуально очень яркий. Естественно, для освещения этой люстры я использую логический выключатель Акара. Вот он у меня в руке. Свет выключен, свет включен. Он будет расположен вместо стоявшего здесь ранее физического выключателя. Видите, здесь сейчас дырка в стене. Вот. Я специально его убрал. И провода закорочены напрямую. Выключатель будет просто наклеен вот так поверху. И все. То есть питание на люстру будет подаваться все время. Она будет все время в онлайне, что позволит в любой момент ей управлять. Также покажу 4 основных режима сцены, которые есть в плагине управления. Эти же режимы можно поставить на любой из сценариев и вызывать их по мере необходимости. Итак, это 4 сцены. Сейчас горит сцена яркая. Есть еще сцена просмотр телевизора. Вот она несколько менее яркая, в желтых таких тонах. Теплый свет. Он такой неяркий и очень желтый. И ночник, видите? Вот что интересно, в режиме ночника горит не люстра,
Сейчас я попробую вот ярче делать четче. Вот. А горит ее как бы центр. То есть совсем-совсем чуть-чуть. Что в принципе будет достаточно для ночной подсветки и не будет особенно резать глаза. И снова режим яркий. Вот, заливает светом все. Очень такой яркий. Ну, я хочу сказать, что света реально хватает. Посмотрите, вот тут у меня немножко инструменты на столе разложены. Я буквально только-только закончил установку монтажа этой люстры. Ничего сложного нет. Пришлось провертеть еще одно отверстие. Одно у меня уже было. Вернее, два у меня уже было, третье сделал. И видите, люстра висит на своем месте. Я очень доволен, рекомендую к покупке. Очень хорошая люстра. Ну, не хуже, наверное, даже она мне больше нравится, чем первая люстра Xiaomi E-Lite. Она гораздо ярче, она как-то более плоская и более равномерно свет расходится. У нее есть свет в стороны. Та люстра светит как-то больше вниз. А в этой за счет вот этого такого плафона круглого, видите, свет расходится во все стороны. Здесь гораздо более продуманный светильник. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, задавайте их под этим видео в комментариях. Я постараюсь ответить на всех. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.